Всем привет и добро пожаловать на вторую неделю нашего проекта Trap House Bali. Если ты пропустил каким-то образом предыдущее видео, то сначала рекомендую посмотреть его, а потом переходить обратно сюда. Stepping like Marty McFly, stepping I feel like the guy. I got them looking like why, I never doubted me why, I never doubted my guys. You know you in it for win, I stand on 10, you on 10. I don't have friends of a friend, only the fan of the kin. Only my wife and my kids, that's all I needed to win. Now I only trust my true friends, had to cut off my loose ends. You know I win if you win, you know you win if I win. I swipe that cash, don't fold, I swipe my bank on gold. Don't think that I've been dumb, I spend like I've been broke. Всем привет! Первая неделя на Бали закончилась тем, что у меня сломался ноутбук. Он перестал включаться. Сейчас я поеду в балийский сервис сдавать ноут. Вторая неделя начинается. Как же приготовить домашний шоколад? Делаем правую баню, молоко, отрезаем. Нужно уже добавлять сахар, и пускай это все вместе. Масса, по идее, должна была вся остыть. Пост кухня передаю профессионалам. Нам сегодня готовят ужин. Я не знаю, правда, какой. Что нам сегодня готовят? Сегодня готовят то, что могут приготовить, в зависимости от того, что у них есть, короче. Установили Midjourney и экспериментирует, не может оторваться. Чувствует? Я не чувствую себя как художник. Не чувствуешь себя создатель. Это Мила Йети, который катается на серфе на Гавайях. Короче, запрос был банан с глазами, который летит на космолете с кучей зеленых инопланетян. Мы сделали макароны. Такая сеточка из яйца. Фирменная подача здесь. В Японии у всех обязательно дома есть современный туалет. Да. Нет, очень вкусно, очень. Это маргарин с коричневым красителем, да? Из чего на самом деле? В чем рецепт? Вау, сегодня солнце. Так, все уже завтракают. Интересно, посылка приходила? Да. О, да. Шпионский набор отверток. Это у нас игра. Вот это с вами произойдет. Это такой путь игрока, он будет фактически как ваша кардиограмма. Ну, она на базе Лилы, но такая адаптированный под жизнь вариант. Их пугают такие игры, как Лила, если они не подготовлены. Все уже стерто на моем диске. Да, вот такой вот сервис. У меня нет слов. Отключается один шлейф, по-моему, от тачпада, и все начинает работать. Данные удалили, компьютер не починили, и вот он вырубился, и я пытаюсь его включить самостоятельно, и чтобы спасти свои стертые данные. Все заработало. К нам пришел гость. Мастер по системе потенциала человека. Это авторский проект. Это основано на векторной психологии и на знаниях, получаемых через ченнелинг. Зачем ты гордишься? Воспитываясь в советской среде, я хотела работать учителем в школе, Приглашенным гостем на этой неделе стала Елена Спижанкова. Она является психологом, интеллект-тренером, и она проводила с участниками 1 на 1 разговоры. И вот как раз один из таких с Мариной запечатлен на видео. нам бассейн начистили. Может быть, нам наделают конфеток и продавать в Угуде? Да. Он очень вкусный. Шоколадье. Шоколадье, да. Этот сервис на Бали — это полная жопа. Будьте осторожны, не подписывайте документ, где написано, что вы потеряете все данные. Сначала договоритесь с ними без этого документа, что вы у них их перепишете. Они включат компьютер, и вы сможете их переписать. Они просто их удаляют, не спрашивая.
Пока девочки отправились на рынок за продуктами, мы с Артемом решили попробовать настоящей индонезийской еды и нашли вот такое вот местечко на Google Maps, в котором готовят, так сказать, местный доширак. В общем, мяса там никакого нет, но есть вкусная подливка, тофу, ну и сейчас сами все увидите. Супом или без? Да, я думаю, да, супом. Yes, With soup. You want to mix that one? Okay. Mix so, soup and octopus. probably no, just this. Oh, just egg aja. Yeah. Where are you from? Russia. Oh, Russia. In Russia, you have with a duck? Yeah, Really? not the same brand. Not the Oh, same brand. I think it's same brand. Okay. What? No? Oh, this is the Good? brand. Same thing, but we used to eat it without cooking. Just it like, Really? yeah, like crunchy. Ah. It's good. Ну это прям мастер-класс приготовления роллов. Местный доширак, пирог и яйцо. И еще тофу, да. Пробуем на вкус. Все едят на полу, а мы тут как иностранцы. Местных, мне кажется, не очень много веганов, как много вегетарианцев. На этой неделе на вилле побывало достаточно много гостей. Вы уже видели Елену, и вот сейчас на виллу приехала Аня, которая только прилетела с Вьетнама и первый раз на Бали, так же, как и мы. То, что как бы не оправдались, они превзошли, потому что нам пока очень нравится, после Вьетнама. Пометочку сделаю. Но ты возвращаешься в Вьетнам после этого? Нет, мы в Таиланд поедем. Я думаю, что Панган. Панган самое классное место, нет? В Пангане ты заходила, и у тебя вообще ни одного варианта нет. Ну, то есть у тебя есть варианты хостел для этих full moon party. Да. И там, знаешь, такой, там, 18 человек в комнате. Бэкпекеры. Бэкпекеры, да. И все сделано, что у нас, типа, громкая музыка долбит там и так далее. Артем думает искать после вот этого дома, но, говорит, не видит нигде здесь надписи, типа, сдается на улице. Потому что в Таиланде это популярно очень. Вот как мы нашли. Мы, короче, приезжаем в это место. Ага. Там табличка на куске дерева. К нам вышла женщина, такие, а вы сдаете? Я такая, да, мы заходим, там вообще никого нет. Мы хотим взять, сколько стоит. Можно заселиться завтра. Они такие, ну нет, нам тут как бы по балийским традициям нужно провести обряд. Типа после обряда, да, а обряд там непонятно когда. В итоге обряд будет на этой неделе, и мы будем в нем участвовать. Про движение в Вьетнаме еще хуже. Просто мы сюда приехали такие, вау, люди нормально водят. В Вьетнаме это полный трэш. У нас еще авокадо. Завтра у нас будет на тофу завтрак можно, тост можно с сделать тост с авокадо Яйцом? с крэмбл. и яйцо пашот можно, а можно пашот сделать. С нами увязалась какая-то тетенька. Она ходила за нами все это время, которое мы были на рынке. Ну, причем ходит, знаешь, как привидение за тобой такая. Каждый раз, когда ты подходишь к ларьку, она к тебе подходит. You want mango? You want orange? I help you. Пробую третий виски местный, называется Драм. По-моему, это самый плохой виски. Самый прекрасный это вот этот. Вроде готово. Трошечка сыр. Там вот такие вот дороги. Предстоящие выходные, которые будут через 4 дня, я буду выбирать, куда мы едем или не едем. Я могу сказать, что мы будем на вилле, не знаю, пить алкоголь в бассейне. Окей, мы будем пить алкоголь в бассейне. На пляж и поучиться кататься на серфе. Утро четверга началось интересно, потому что на виллу приехал Шон. Шон — это мой коллега по работе из Америки. Мы с ним уже не в первый раз путешествуем. Но тут он попал в русскоязычное комьюнити, где не все говорят на английском языке, а он вообще ничего не понимает на русском. Ну, посмотрим, что из этого получится. В общем, минут за 10 до того, как мы сюда добрались, мы нашли кафе Google Maps. Называется Canvas, и у него ревью там на 4.8 звезды. И по фоткам вроде выглядит очень клево. Давайте посмотрим внутри.
рыбой, боул с рыбой. Взял одну порк-бан. Кстати, к нам приехал Шон. Шон — это коллега Миши. One Hamzilla and then one can mustard. One long black mud and one jelly cheesecake after eat. Это авокадо кофе, смотри. Здесь мороженое, авокадо и эспрессо. Он такой добрый бармен. Ой, thank you very much, Наташа. Вполне себе инстаграмная стена. Это была нежнейшая булочка. Очень вкусная. What kind of leaf? It's like briar. It's the best one I've seen so far. Это невероятный чизкейк с сыром. После очень вкусного завтрака мы отправились на пляж. Пляж совсем рядом, буквально 100 метров. Район сильно отличается от нашего, где мы живем. Здесь модненько. Это вторая вылазка к воде за 9 дней. Ну что, здесь у нас красивые балийские пляжи открываются. Потому что я еще пока очень красивого балийского пляжа не видел. Я тоже. Ну, на Суду было неплохо, но Но не то. не совсем то. Классные маяки вот видно. Ну неплохо, и людей не так много. И главное, по идее, станция лодочная, откуда плывут все лодки вот на экскурсионные вот эти другие острова там и так далее. Классическая лодка балийская. Ни одного супер впечатляющего вида, прям чтобы ах и ох, быть в восторге в нереальном пока не было. Зелень здесь, да, офигенная, она зеленее, сочнее, сухой травы вообще нет, не видно. Был хороший водопад. А где ты забыла, Марину? В магазине, что ли? У нас началась презентация книги, которую мы делаем для Амазона с помощью искусственного интеллекта. Текст пишет ChatGPT, а картинки Midjourney. Еще в начале недели мы стартанули челлендж, в котором каждый из участников должен был создать свою книжку с помощью AI. В четверг они еще все до конца не готовы, но уже мы делаем первые показы того, что у нас получается. И первой выходит Марина, и вот, пожалуйста, ее интересная раскраска, которую вы сейчас увидите. Я поняла, что за такое короткое время я вряд ли полноценно напишу книгу с иллюстрациями, потому что это не так просто делать одного и того же героя в разных ситуациях. Короткий вариант простой будет сделать детскую книгу-раскраску. Но перед тем, как продумать сюжеты, я спросила искусственный интеллект, с какими сюжетами детские раскраски лучше всего продаются. Ориентируясь на ответы, я сначала сформулировала описание каждой картинки, что я хочу, чтобы там было. Я всегда смотрю на то, чтобы было больше всего возможностей разукрасить, да? Да, Здесь у нас последнее, значит, скорее всего, отпадет. Хотя принести свои цвета. А я вот думаю еще про левую нижнюю. То есть дети могут туда тоже что-нибудь рисовать. This one, just, I mean, any any of those them? with just the lines and stuff. But which one do you like the most out of the four? I'd probably take either of the left. The bottom left one, I think, is my favorite. This one? Yeah. Может быть, дети об этом не думают. Каждую пятницу один из участников на вилле делает презентацию для всех остальных. И на этой неделе жребий выпал на Марину, которая всех нас с утра пораньше разбудила. И вот мы оказались на ковриках, смотря на красивую Марину, которая преподает нам кундалини-йогу. Сегодня у нас
кундалини-йога. Вообще смысл всех видов йоги, какие бы они ни были, работают с телом, работают с мантрами, работают с изображениями, это поднятие энергии кундалини. Поднятие энергии кундалини присутствует во всех видах йоги, в том числе в тех, которые создаются. Здесь 8 звуков. Эт, онг, па, са, нам, тири, ва, кей, гуру. Движется диафрагма. Просто как говорить, сад, подтягивает. Сад. Если резко слушать все, вот, чтобы вам понять, как распределить дыхание. Потому что у вас дыхание может кончиться. Если оно кончится, ну там подвдохните чуть-чуть. Я напрягался, и вот это напряжение создавало, знаешь, что-то. То есть вот здесь вот это меня все останавливало. Проходит 6 минут, я уже как-то такой, знаешь, в своем уже ритме как бы нахожусь. Я не помню, как дышать правильно, не помню, какие моменты, что надо делать. То есть, ну, для меня знакомое ощущение, потому что под какими-то, допустим, психоделиками я точно ощущал очень физически флоу энергии. Сейчас у меня, знаешь, у меня прямо так спина справляется, так, вот такая вот штука идет, вот такая вот. И заканчивается, ты говоришь, 7 минут, что закончилось. Объясняем Шону, что такое гречка. Вот сейчас первый раз будет пробовать гречу. С маслицем, с молочком или нет? Молочка у нас нет. Ну давайте с маслицем, butter. Я возьму рюкзак на плечи. Принесу домой в нем гречу. Да, греча важнее. Греча с сыром. Надо все с гречей. Густую, полезную, известную. Не включается. Сдаю на 3 недели, может быть месяц. Когда сдаете технику в Apple Store, как угодно, но донесите информацию, что когда вы включите технику, дайте знать, я приду переписать. Муравьедов весьма уважаю, они дома красавцы, как я. Хари-хари. Какао сколько стоит? Какао стоит вроде 30 или 40 тысяч, я помню. И вот эта секция с... Мне думаю, ну здесь шампунь должен быть. Нифига, это только крема для тела. Это все крема для тела. Для лица там отдельно такая. То есть он очень-очень большой. Смотри, по пиву вот, там отдельная. Вот таких вот 3, короче, разных. Ловлю взгляды, водопад. Это детка шоколад. No, tomorrow we're going to Ubud. Okay. Yeah. Окей. Сейчас мы идем в магазин пробовать пополнять местный электронный кошелек. Это вот как в Таиланде есть QR Pay, да? Ну, с помощью QR-кода платить. Здесь у них тоже есть. Называется GoPay. И вот я сделал себе аккаунт в Gojek. Скачал, ну, привязал его к мобильному телефону. И говорят, что вот именно вот в этом магазине Индомарят можно оплатить и закинуть денег. Сейчас мы узнаем, если это можно сделать с помощью кредитной карточки, или же это только с помощью кэша. Кэша у меня нет. Confirm and top up. Пробуем добавить 2,5 миллиона. Number. Can I do barcode or no? Barcode. Or number? What's better? Confirmation your number. Okay, number is 628. Пойду посмотрю. Кофе. Ну, как всегда, есть молотый в пыль, в муку балийский кофе. Просто мука. Это как бы обычное состояние с кофе здесь, на Бали. Я думаю, что и во всей Индонезии. Говорят, что больше миллиона нельзя за раз закинуть. Дебет. О, кредит? No? Credit, no. No credit. I have some cash. Cash. No. I'm trying to like see how the process works. Yeah, like to make it work with the credit, for example. Right, So- so can we put cash onto this? We can put cash. That's into what, this, yeah. that's what I think we'll have to do, right? Тогда снимать кэш, класть его на этот GoPay и платить с помощью GoPay на этом. Yeah, This one. that's okay. Okay, cash. Мочи древом. Окей? Nah. It's like Need to buy fresh, ну такой себе, такой он. Яйцами отдает, конечно. А мне нравится. На Бали можно встретить очень много всяких алтарей либо деревьев, которые считаются святыми, и они обвязаны вот такой вот клетчатой тканью. Балийцы верят, что эта ткань защищает от духов, злых духов. Гайд о жизни на Бали продолжается.
Сейчас узнали то, что на счету на счету GoPay нельзя иметь больше 2 миллионов одновременно. Может быть, это связано с тем, что я только зарегистрировался. Возможно, то, что я не подтвердил какие-то там свои документы какие-то, но у меня есть лимит. И вот пока что я попытался даже бросить 100 тысяч сверху, но не проходит транзакция, потому что превышен лимит как бы на счету. Если бы я сейчас потратил, получается, деньги какие-то, вложил бы еще раз, тогда бы все было нормально. Думаю для себя, сейчас мы скоро проверим. Поэтому придется нам что-то урезать из наших покупок, может быть, не взять кротом. Вот. Не, кротом возьмем, кофе не возьмем. Вся история вот с этой вот системой непонятной из-за того, что Токопедия не принимает с сегодняшнего дня почему-то карты. Вчера все оплачивалось или позавчера? Я сейчас попробую с любого дебета оплатить. Я ставлю на счету у себя вот эти 2 миллиона, потому что 2 миллиона пригодятся. Еще другая карта есть, дебет. Токопедия — это marketplace в Индонезии. Фига себе тут. Артем, специально для тебя сделано, смотри. Есть такая английская версия, но я не знала, что нам понадобится. У нас скоро начнется игра «Казуальный интеллект», С создателем которой мы уже успели познакомиться на Бали. А это она была? Да. Серьезно, на пляже то, что мы встречались? Да. Жанна. То есть все люди, получается, Чонгу, Вот сейчас пробки везде на Бали, да? Today we had a ceremony, traditional Balinese ceremony when they open something like область развития. И наш график, вот, который висит на стене, нам тоже об этом говорит, потому что, мне кажется, мы перестали его выполнять ровно со второго дня. Уже ровно на второй день мы перестали делать вечернюю медитацию, и потом, значит, так отвалилось все остальное. Инвесторов, которые готовы в них вкладывать большие деньги, и на этом вдруг почему-то все, и вдруг все резко затухает, все резко проваливается, инвесторы недовольны, кто-то может идти. Вы начинаете какое-то дело, вы обычно его начинаете с единомышленниками, да? Вы с людьми на одной волне, вы очень с ними энергетически близки, вы все смотрите в одном направлении, вы все мыслите одинаково. Человеком, да, из другой культуры, из другой религии, но который будет просто топ и лучше всех уметь разбираться, он просто конкретный профессионал, но он не обязан быть хорошим для вас человеком, да? И по большому счету для бизнеса интуитивно, там, не знаю, на физическом, но для того, чтобы для себя максимально правильное решение. Это твое влияние, на что ты не можешь повлиять, точно такие же, как чакры, сверху вниз. Я вам еще расскажу про все уровни. Кто у нас первый родился? Я сразу прилетел через этаж. Тут, в общем, весь 4-й этаж игрового поля, 4-й уровень сознания связан с сердечной чакрой и, следовательно, прямым интуитивным постижением реальности, минуя ум и анализ. И это еще один квантовый скачок на клетку 38. В этом состоянии сознания игрок способен быть благодарным за все, что он воспринимает и с чем сталкивается в реальности. Это листочек победы. Космическое сознание. А почему, кстати, вопрос? Мне кажется, допустил ошибочку. Видишь, Мишин мозг опять сопротивляется. Пока игрок находится в теле, мыслительный процесс играет свою роль. Мышление необходимо для распознавания, выделения, оценивания по критериям. Характер мышления меняется. Игроку незачем более запоминать, соотносить и накапливать знания. Его мышление становится волновым, потоковым. В короткий миг он получает концентрированную порцию информации об объекте реальности в целом, без полярности. Он мыслит через приходы, откровения и инсайты. Когда же игрок совершает собственные открытия, производит изменения в химических процессах его тела. И это создает экзистенциальный опыт, и возникает трансформация сознания. Мышление становится текучим, в потоке с реальностью. Запомните это состояние, чтобы вы могли в него возвращаться в вашей жизни, в вашей реальности.
Локальные виски все достаточно хорошие. 4 попробовал, но лучше был, не помню какой. Luckily, you got like the one in 6 chance. See, that's teamwork. А это, знаешь, это есть один балийский шоколатье, инфо-цыганский шоколад. Last night, I had a dream of us coming together. Last night. Мы едем в парк Убуд посмотреть, что это такое. Было написано, что ехать час, но мне кажется, мы уже едем час, и еще пишут, что нужно ехать полчаса. Сейчас напялили дождевички и едем дальше. Везде потоп в магазине. О, это национальные шапочки, чтобы дурные мысли не вылетали из головы. Интересно, а черный головной убор это не для специальных каких-нибудь дней? Ну, у меня, конечно, мысли, что это траурная, другая культура. Черный цвет вообще, возможно, с трауром не связан. Outside? Я знаю, что чтобы мысли плохие не улетали из головы, узлом вперед, а когда бухаешь, узлом назад. Это, короче, парк Убуд. Сюда ведет очень узкая дорожка, где не разъедется две машины. Я не представляю, как эта вся инфраструктура здесь будет работать, когда наполнится одна русская речка. Русский оазис. А может быть, клоака. Мы остановились, купили одежды. Так здесь все очень симпатично. Выглядит, конечно, прикольно. Крыло самолета сюда заехало. Насколько на Бали это популярно и как здесь проводятся ивенты, как раз, посвященные всяким бизнес-вещам. Доехать бы до этих ивентов. Ну да, с этим дождиком это очень сложно. То есть, в этом сезоне прям каждый день практически. Ну, сейчас неделю было спокойно, а до этого каждый день. Ты видел меню здесь? Нет. Там борщ есть. Еще раз. Я заказал бургер с говядиной, Наполеон и кофе. 180 тысяч рупий. Котлета супер сочная. И бургер прикольный. Да? Is it a real burger or like a veggie? О, какой кислый кофе, господи. Ужасно, да? Интернет здесь достаточно плохой. Так, смотрим скорость интернета. Парк Hotspot. Пока ничего не работает, что ли? Пока ничего не работает. 3. I just matched with another Отличное место. Russian girl. Классное место, чтобы работать здесь. Просто идеально. Расскажешь нам, как Наполеон? Уже нельзя отломить, он не промоченный. Как вот это? Резиновый он, да? Ну как дворянских кровей, приехал сюда в Убуд поесть Наполеон и ешь это некрасиво. По вкусу ок. Кстати, честно, неплохой. Он должен еще сутки постоять в холодильнике. По советским гостям, кстати, крем неплохой. Да. Наполеон, in other words, it's called milk flake. Like in French, как миллион лепестков. Хотел сказать, что давайте допьем кофе и пойдем посмотрим парк Убуд, что здесь есть. Парк Убуд это вот... Да, это все. Получается, здесь у нас есть коворкинг, как я понял, наверху. Вот мы сейчас сидим как раз в кафе, пьем кофе, так себе. Вот. И... It's another Anna. Сейчас. Oh, sorry. Счастливо. Хорошей дороги. Пойдемте посмотрим, где у нас Event Space, где проходят концерты и вот все всякие выступления и так далее. Артем, пойдем пройдемся по
Патриаршие пруды, акцент на понты. Хорошая девочка, дело все лучше, но все кредитки пусты. Тут все на инсайтах, X как минимум, X20. Не удается угнаться, бро, твой вариант. Филиал Москвы, как я понял. Пойдем посмотрим на коворкинге. Твой вариант кредитоваться. Здесь тоже кафе, да? Так. Тебя триггерит. Это лютый ретрит. Даже твою ебанутую фифу Походу качнула, вниз как сюда. Вот, но я так понял, что все-таки на 3-м этаже. Пойдем искать лестницу. Здесь, значит, у нас холл инфобизнеса. Или, проще говоря, инфо-цыганство. Лекция идет. Девочка прибегает к комментирую. У нее был год 5000 подписчиков, сейчас у нее 100 тысяч. Вот мы с ней пообщались, она говорит, она не подает вообще свои курсы, у нее рекламодатель в Инстаграме там, на 2 месяца вперед расписан. Потому что она в какой-то момент определил формат, что делает макияж и гороскоп. Типа водолей, тут она типа какие-то чаши рисовала с водой, там нарисовала синий газировку, и она реально написала на миллион просмотров международной реки. Так что гороскоп наше все, применяйте. Эй, красавица! Купи вебинары, расскажу, где твой принц. В 35 и без пары цифровой амулет. Благосклонность небес, позолоти мою ручку короткими СМС. Расскажу по секрету я за долю малую, как жрать по ночам. И обрести талию, открывай свои чакры. И чувствуй, прилив ждет тебя дорога дальняя и all-inclusive. Вот здесь у нас коворкинг, такой он очень небольшой. Громко не говорю, потому что какой-то парень делает презентацию справа от меня. Вот, поэтому предлагаю пойти обратно вниз, посмотреть на концертную площадку и, скорее всего, поехать посмотреть на обезьян. Подпишись на меня. Хотел сделать шутку, что здесь тоже можно посмотреть. Лучше уж на настоящих, потому что таких можно много где увидеть. Вот, смотри, какой здесь модное пространство. Такой дизайн-завод без дизайна и без завода. Сейчас, конечно, было бы клево сделать вставочку с Сережей. Можно попросить его вот это, да. Всем привет! Меня зовут Чепрасов Сергей, и сегодня я вам расскажу про парк Убуд. Я сам занимаюсь недвижимостью и развиваю креативное пространство, поэтому это очень интересный кейс. Парк – это большой жилой комплекс, который был построен несколько лет назад в Убуде. Его основал Андре Фрей, очень талантливый девелопер, который занимается строительством на острове уже 14 лет. Идея парка заключается в том, чтобы создать большую точку притяжения на Бали. Для этого, помимо жилья, был сделан большой упор на создание общественных пространств. Все это рассчитано не только на жителей комплекса, но и по большей части на внешнюю аудиторию, чтобы люди приходили туда и оставляли там свои деньги. Любой человек может прийти и организовать там свое собственное мероприятие. Если оно коммерческое, то за плату. А если не коммерческое, то бесплатно. Концепция парка – это город в городе. Жители комплекса могут сами развивать бизнес в помещениях комплекса. И, что важно, на партнерских условиях, а не только в рамках классической аренды. Большое количество общественных пространств и мероприятий стимулирует людей из этих сфер больше знакомиться друг с другом, общаться и генерировать новые идеи и создавать новые продукты. В этом заключается основная фишка парка Убуд. В людях, которые он притягивает. Мой секрет успеха, узнай предложение. Ну, а здесь, я так вижу, достаточно симпатично организовано все. Дизайн, конечно, здесь классный. Выглядит все очень прикольно. Я послушал Сережу. Вот, ну нет, это мое личное мнение сейчас, потому что в целом здесь, конечно, такая приятная картинка. Я думаю, что полный отстой, зная того, кто это строил. Не, ну прикольно, слушай. Это, понимаю, квартира? Я так понимаю, что вот это, получается, квартиры, да? Апартаменты, которые продаются, да? Продавались. Это, конечно, выглядит офигенно. Кайфовый басик. Как хорошо, что дождь закончился. Сложно говорить какие-то факты, когда я не знаю, на самом деле, действительно, что это такое, но я так понимаю, что это квартиры, которые продаются, или это квартиры, которые сдаются, потому что у них тоже есть какой-то концепт того, что ты можешь туда заселиться. Апартмент-комплекс с басиком и с одними русскими людьми. Вот так вот.
Твоя судьба и мой маршрут. Московской улочкой кривой когда-то, может, совпадут и станут линии одной. Пойдем по узкой мостовой вдвоем. Не упусти. Тут еще всякие локации начинаются с кафешками. Забери меня на Бали, забери кататься полом. Среди этого всего рисовые поля. Окна в большинстве случаев в своем будут выходить на вот рисовые поля. Конечно, классно. Пока здесь ничего не убрали, но в будущем должна быть это очень эффектно. Складывается впечатление, что все построено здесь из говна и палок. Ну а почему бы и нет, если это возможно? Бесконечное количество заведений. Счастье мое улыбается, где в тебе любовь неземная. Жила в галактиках, теперь на Патриках танцуют кварталы. Ночные Патрики уходят в завтраки. Звезда. Дизайн классный. Кстати, к удивлению, я так понимаю, что мы сейчас далеко не в центре Убуда, это находится как бы за городом, и до Убуда нам где-то минут 12 ехать на байках. Вот, и я изначально думал, что парк Убуд, он прямо такой в центре Убуда, вот, но все же нет. Парк Домогацкого. Да. Самое центральное, главное здание сделано из... Не Домогацкий для меня, пожалуйста. Вот, ну не выглядит симпатично, что я могу сказать. На этом все. Политкорректно. Так, мы покидаем парк Убуд и перемещаемся на локальный маркет. А здесь типа Колизей делается. Совершенно пошлая вот эта скульптура. Да, когда смотришь на это здание, похоже на советское здание. Да. А вот здесь вот, конечно, будут прикольные магазинчики, потому что, смотрите, какие окна большие. Вот это все в будущем будет прикольно выглядеть. Давайте пройдем, посмотрим на будущее. Высоченные потолки. Кирпич или плитка? Непонятно, что это. Предлагаю переместиться из второй Москвы на настоящий местный рынок. То ли это арт-маркет, то ли нет. Похоже на какую-то галерею, но явно не рабочая. Google ничего не знает про арт-маркет. Собственно, как гулять по Убуду, вот по такому узкому тротуару. Все, и большие потоки людей туда-сюда шныряют. В общем, мы сейчас посмотрели по карте, маркет был то место, которое справа. Ну, закрыт, да. Там тоже все закрыто. Давайте пройдемся здесь, посмотрим вот эти палаточки. Может, надо вот здесь что-то посмотреть? Или это чей-то дом? Да, это чей-то дом, как всегда выглядит как храм. Блин, как же у них красиво тут все, а? Ну, без спроса я входить не буду. По всей видимости, основной маркет закрыт. А поскольку он закрыт, вот эти вот ребята, которые браслетики продают, решили заработать тем, что повесили табличку «Убуд маркет здесь». И там всего 3 такие лавочки, продают просто мелкие сувениры. Да, это, наверное, самая привлекательная улица, которую я видел на Бали. Более интенсивного и интересного лука я еще не видел, чтобы движуха была. Модный магазин. Че играешь? Рубашку делаю. Конечно, в такую обувь, в такую жару ходить закрытой. 350 тысяч. Свет очень сильный. Совершенно безобразное движение здесь. Много улочек, где просто одна машина пролезает максимум. Но как, кстати, все выглядит, какая красивая зелень. Офигеть, да? Вот это вот, короче, вот дом. И на Бали такие дома везде. Можно судить, что балийцы понторезы. Даже для байка вот въезд, чтобы не скользить. Модность зашкаливает. О, кстати, кафешка какая-то.
тоже модное. Давайте попробуем кофе здесь. We just closed already. Closed, So okay. we open from 9 until 4 o'clock. And Okay. then 5 o'clock, so we open for wine bar. Okay, Yeah, thank you. Sorry. Bye. Bye-bye. И вот отличительная, прекрасная, красивая черта Бали и этого климата. Везде мох. Все покрывается мхом. То есть смысл, я так понимаю, этого парка Убуд в том, что ждут, когда мхом покроется, тогда все будет выглядеть красиво. То есть там лет через 10 это будет очень все сочно выглядеть и классно. Такое движение прекрасное. Все в пробках. Кротом. Что, есть кротом? Нет кротома. Она говорит, у нас есть джем. Она такая, что такое кротом? Есть свободные комнаты, гестхаус в чем-то дворе фамильном. Куча модненьких мест. Везде какая-то движуха кипит. Так, мы с обратной стороны Манки Фореста. Брат. Варламов рассказывал, что здесь все без шлемов ездят. Здесь даже трое на байке едут. Все в шлемах. Я считаю, что на Бали в шлемах гораздо больше ездит людей, чем в Таиланде. Еще побежали. Как дела, брат? Когда-то тут был коворкинг. Смотри, 24/7, high-speed интернет. Все уже вот закрыто. Это опять последствия ковида. Так, что у нас? Итальянский ресторан Лостерия. Так, по всей видимости, мест вообще нет, да? Прикольно у них такие штучки на ушах. Это что-то религиозное. Короче, мест нет. Так, куда мы идем, не знаю. Структура на земле. Здесь плитка, где трава прорастает, а здесь дерево, а здесь другая плитка. Вообще прикольно. Фрэнко-Плей, наверное, проголодался за все это время, поэтому да, послушай. Послушаем. Чучили нас. Пацаны, Дайте еды! Даже не проси. Прямо сейчас. Я тебя обниму, пирожками накормлю. Я не хочу его пирожки трогать. Почему у тебя скид хот-дога? Дамы и господа. Мне всегда нужна еда. По ХП я сейчас умру. Дайте еды, я жрать хочу. Дамы и господа. Ничего себе порция. Это у нас томха. Ну нет. Ты собрал. Всем пирожок, само еще. На самом деле вкусно было, потому что я был очень голодный. Кокосовое молоко херовое. На Бали, вообще в Индонезии, я думаю, лучше кокосовое молоко в Таиланде. Этот томха, он не до конца томха. И еще, вот прям плохо. Вот прям плохо, это то, что рис стоил 20 тысяч рупий. Это значит, порция риса стоила 80 рублей. Глухая пробка в Убуде. Я взял, короче, Артему пиво, это написано 100% no alcohol. Что он готовит на завтра, заготовки делает для завтрашнего завтрака. Кофе пьешь ночью? Да. But we'll keep them separate, so it's like... I don't know, I've never seen it cooked. That's why I'm like, wow. Вкусная бухнушка. Еще одно ревью. I feel like we'd have cumin, but I don't think they Apple have and any mango cumin. flavor cider. Сидр. Apple Сухой? and mango. Сухой? Яблочко. Ты что, у меня спрашиваешь, что ли? Драй или не драй? Ты что, нашел голос?
Ну, с манго офигенно. Watch your knees. Ну, впервые пробую с манго. Отлично. Он такой Кислятина какая-то. полусухой. Не, кофе вкуснее. This knife is like one of the worst knives I've ever used in my entire life. That's what Marina said. She's like, only one knife. There is one knife that's good here. Oh, really? Yeah. There's booze in there, isn't there? No? No, no booze. It tastes like boozy. Alcohol. Yes, he said he works in a restaurant. I used to. Or used to? This will just chill. That's amazing. What time are you gonna make it? Tomorrow? I don't know what time do you guys all want to eat? Like 6:30? No. Воскресенье Артема. Артем нас не будет будить по утрам, правильно, Артем? Нет. Он обубудился. Убудок. Полный. What? No, because ему сложнее будет с утра готовить. А, он сейчас сделает. Он сейчас его готовит. Ты убудок. Ubuduk? I don't even know what that is. Не торти не знаешь, он просто отдельно мясо делает. Отдельно делает приготовляю. А потом у нас будет бар завтра. Он оставит тарелочки и сам себе накладывает, что хочет. Sounds also like a kind of like a swear word in Russian. So if you say убудок, Ubuduk. you can say it whenever you don't like Artem's behavior. Just say ты убудок. Ubuduk. Goddamn Artem. Сегодня на Бали воскресенье, а значит это чей-то день. Сегодня мой день, и мы никуда не встаем, просыпаемся. Как просыпаемся? Традиционный индонезийский кофе Лингарджати, основан в 1948 году. Газированная вода. Сахар, экстракт кофе, какой-то краситель, натриум бензонат и какая-то кислота. Ингредиенты, конечно, прикольно написаны, шрифтом разным кеглем. Даже адреса нет. А где это делается? Какая разница, где делается? Зачем такая сладкая херня? Я лучше холодного кофе попью. Заделался мой холодный кофе. Изысканный контент для любителей звуков. Послушаем звуки приготовления тако, так сказать, АСМР. Тако було, тако єсі, тако буде в Русі. Тако було, тако єсі, тако буде в Русі. Купил я как-то телефон на Савеловском рынке, Samsung S20. У меня начала вода появляться здесь под камерами. Сейчас просто пальцами раздвинул крышку корпуса телефона. И все разошлось. Мой день начинается. Где-то в бескрайнем океане сказочное Бали. Это район Кута. Спортзал находится при отеле, не слишком пафосно. Там собираются земляне с разных концов земли. А девочки не идут. В этом краю сплошные мачо, принцы и короли. Счастье нахлынуло, и значит сказочное Бали. Сказочное Бали, сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наебали ли? Сказочное Бали. Сказал 2 стробери маргариты и 1 мохито. Сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наебали ли? Там загорелые фигуры, солнце и сладкий ром.
Там обещанием верят туры, прыгая босиком. А через год растет сынишка от короля вдали. Так получилось просто слишком сказочное Бали. Сказочное Бали, сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наполнили. Сказочное Бали, сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наполнили. Сказочное Бали, сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наебалили. Пока я разбирался, как устоять на чертовой доске, ребята вернулись на сушу, как по красной ковровой дорожке премии белых людей в диком азиатском племени. На пляж подвезли несколько туристических автобусов с местной молодежью, которые устроили настоящую звездную фотосессию. Сказочное Бали. He's a famous surfer. Сказочное Бали. Вы мне так много обещали, не наебалили. Не наебалили. Все-таки наебли. В отличие от Миши и Шона, это была моя первая попытка встать на доску. И что я могу сказать? Не мое это. Вообще не зашло. Натер кожу на руках и особенно соски. Этого я представить никак не мог. Галочку с серфом поставили, отправляемся за мороженым в район Чангу. Это наш первый визит в этот край, как и на Кату. В очередной раз просто ткнул пальцем в карту и не прогадал. Мы попали в слащавое, визуально приторное розовое кафе с умопомрачительно вкусными десертами. Изысканное мороженое и очень качественные тортики подняли настроение, отвлекли, так сказать, от чувствительных зон под футболкой натертых сосков, подняли настроение до небес. Все было очень вкусно. Или это так было только у меня, не знаю. На самом деле энтузиазма у ребят на лицах что-то поубавилось. Может, устали, а может, думали, ну что за дебильный выбор я сделал. Я имею в виду про кафе. На этом наше чревоугодие не остановилось. Я снова ткнул пальцем в карту, и мы всей бандой переместились во внешне очень красивый ресторан. Penny Lane. Кругом была зелень, тусклый приятный свет, богатый декор и толстенная столешница огромного стола, за которым мы расположились в ожидании меню. Но меню так и не дождались. Тут было, так сказать, передовое меню с использованием материальных ресурсов клиентов. Меню смотрим на своих смартфонах. Симпатичное такое, с фотками. This is just a little different. This area. Yeah, I mean the blue. Не знаю, то ли оптимизация расходов на печать меню, то ли современные тенденции, но я предпочитаю классический бумажный вариант или красочные картинки на большом дисплее планшета без тормозов. Количество языков меню. И тюркский, корейский, ладно, ну и на русский. Место подвернулось и вправду красивое. Интерьер разнообразный, так сказать, есть куда и на кого глаз положить. А вот бургером я не был впечатлен. Его вкусовая палитра не выплеснула хоть немножко дополнительного дофамина или серотонина. Не знаю, может, я их уже просто исчерпал за эту прекрасную вторую неделю проекта Треф Хаус на Бали. Нет, джухо. Джухо это что, это пиво? Это вода с алкоголем. В общем, такой рыбу, ресторан в Японии такой, да, ты вылавливаешь сам рыбу, потом тебе ее готовят, вот как раз чувак это показывает. Офигенно. Ну, посмотри по сторонам потом на байке. Не, ну то, что сегодня вот так было, это точно. Где лучше? Везде. Ну, кроме там, где сегодня получается. Панган. Панган? Панган. Мы отправляемся отдыхать на виллу. Впереди насыщенная третья неделя, где мы продолжим изучать Бали, а также отправимся на острова Гили, где отсутствует транспорт с двигателями внутреннего сгорания. То есть там лишь велосипеды и повозки с лошадьми. Пока-пока. До новых встреч.
Расскажу секретный способ принятия решений в Конечно же, гужевые повозки. Почему лошадки такие маленькие? Ой, кто так паркует? Сразу будешь крыть, крипта не упадет, а ведь карты не врут. Ай, не-не, подпишись на меня, мой секрет успеха. Узнай, не-не, предложение эксклюзивное.